Вас ожидают спойлеры, поэтому закройте видео, если не заинтересованы в том, чтобы портить себе настроение и исход литературного произведения. Еще в далеком 2015 году я наткнулась на аниме «Загадка дьявола», или же «Акума no Riddle», или же «Real Story of Devil». Эта история показалась мне настолько душевной и интересной, несмотря на то, что аниме во многом уступает первоисточнику и может отбить желание этот первоисточник читать, что я годами ждала перевода манги на русский, а пару лет назад даже загорелась желанием приобрести все 5 томов для личной коллекции. Но такая любовь не берется из потолка. И мне хотелось бы донести до вас ту значимую философскую цепочку мыслей, которая прослеживалась на протяжении всех страниц, всех серий. Прежде чем мы пустимся в дебри моих рассуждений и поиска истины в сценарной работе Юнкоги, давайте поговорим о самой манге. Когда читаешь описание «События развернутся в частной школе для девочек. Все ученицы 10 класса Курагуми, наемные убийцы, подосланные с единственной целью убить Хару и Тинаси, так как у Адзумо новенькая в классе, также из их числа, однако, вопреки поставленной задаче, неожиданно для себя начинает осознавать постепенно растущие чувства к своей жертве, ты вполне естественно ожидаешь дешевый сюжетный трюк со слабым раскрытием женских взаимоотношений и драмой ради драмы. После прочтения же ты избавляешься от данного рода иллюзий, так как манга, по правде говоря, действительно не об этом. И потому ты примерно начинаешь представлять ей однозначно сильные стороны. Во-первых, это потрясающая рисовка Сунао Минакаты, которая очень подходит достаточно мрачному сеттингу, если сравнивать с рисовкой Юнкоги. И в целом выделяется на фоне других юрийных манг. По крайней мере, «Загадка дьявола» пока что в моих глазах одно из лучших произведений в вопросах дизайна среди всего японского поджанра Women Who Love Women, что лично я читала. С этим можно не согласиться, но лично мне, как существенный аргумент, бросилось в глаза следующее. При рисовании Такаку Адзумы осознанно используются грубые линии, так выделяется ее пацанковатость. При рисовании глаз убийцы делается акцент на угловатости, особенно когда глаза на весь фрейм. Это своеобразная порочность их намерений. Вся Атоя Такици выполнена в мрачных оттенках. В отличие от своих ровесниц, она убивает ради удовольствия и любит в открытую заниматься буллингом. Смерть во плоти. Прямые волосы зачастую присущи именно замкнутым в себе девушкам, а волнистые более экстравертным. При нанесении линий Сумерека Ханабусы художница изо всех сил избегает сильного нажима, и в целом ее дизайн выглядит легким, практически бесцветным. А сами позы, если их так можно описать, очень гладкие, изящные, полукруглые. Это сделано для того, чтобы образ девушки стал более невесомым. В духе стихотворения Осипа Эмильевича Мандельштама «Невыразимая печаль». Титаро Наматаме, Харуки Сагая и Иски Инукай обладают несколько грузным дизайном, демонстрирующим их напористость, силу и при этом не по годам зрелость. Да, в чем-то я безусловно могу ошибаться, так как я не художник, но нельзя отрицать. Сунао Минаката и Юнкога с ее набросками проделала прекрасную работу, передав в своих рисунках глубину проработанности художественных деталей, чтобы в большей мере передать особенности психотипов персонажей. Кстати, о психотипах. Во-вторых, персонажи. Они разные, они живые. Это личности, которым ты веришь, так как их действия и мотивы оправданы, так как в философском и социологическом смысле эти герои содержат в себе все необходимые атрибуты личности. Это разум, отчасти основанный на вере, чувство и воля, сопряженная со свободой. Разум – это философская категория, выражающая высший тип мыслительной деятельности, способность мыслить всеобще, способность анализа, отвлечения и обобщения. Я пишу, что разум отчасти основанный на вере, потому что разум выражает себя в принципах, идеях и идеалах. Ты создаешь в своей голове свой собственный взгляд на мир, ты в него искренне веришь и впоследствии преображаешь этот мироуклад в мотив для своих будущих действий. То есть разум – это сами наши цели, основанные на мировоззрении. Возьмем для наглядности всех убийц загадки дьявола. Ими движет глобальная и всеобщая цель. Они пришли в черный класс, чтобы устранить ученицу. Но в более узком смысле их причины разнятся. Им нужно спонсорство своих нанимателей, чтобы исполнить свою самую заветную мечту. Например, Харуки Сагая стала убийцей ради материального благополучия своей бедной семьи. В какой-то мере это ее добродетель. А добродетель, как считал Сократ, как раз и проявляется за счет своего основания на разуме. Или есть персонаж Судзу Сюто, которая из-за отчаяния берется за убийство,
ведь ей могут пообещать лекарство от неизлечимого синдрома горца. Она стремится так вернуть свое утраченное право на смерть. Взгляд на мир – это также предпочтение. Самый очевидный пример – это рассказ Отои Такити о себе, когда она сравнивает свою хищную натуру с паучьей и объясняет, почему использует именно ножницы разных видов. ねえ知ってる？雲ってね、捕らえた獲物に毒針を差し込んで中から溶かして体液を吸うの。獲物は生きたまま少しずつ殺されていくの。想像してみて。ゾクゾクしちゃう。私はそんな毒針がないからこれを使うの。生きたまま少しずつ切り刻むの。 Или же возьмем первую попытку убийства Иски, которая терпеть не может неаккуратность и стремится свести к минимуму всю грязь своей работы. А потому пытается Хару тихо усыпить снотворным и оставить тонуть в ванной. Опустим ее сцену битвы с Такаку в последних главах и сериях, так как тогда Иски овладели эмоции, и из-за чрезмерной самоуверенности она находилась в состоянии аффекта. Возможно, та же Такаку использует именно метательные ножи в своей деятельности, потому что не горит желанием стоять близко к своей жертве в момент ее смерти. Видеть ее последние секунды и винить себя за это. И, быть может, в принципе, она хочет иметь возможность либо покончить со всем как можно раньше, либо просто обезвредить своего противника, так как из-за воспоминаний у нее есть сильное отторжение к убийствам. Да и в качестве шутки о разном мировоззрении говорят и любовь Харуки к сладким палочкам Покки, и любовь Такаку к Кари. Суть же одна. В разумном смысле абсолютно все персонажи формируют индивидуальность. Они не похожи друг на друга. Их предыстории и мотивы различаются. Но при этом в них присутствует законченность. Они приобрели до событий манги неоднозначные ценности, по-своему начали себя реализовывать в манге и трагично закончили, достигнув своих желаний или же потерпев в этом оправданную неудачу. А раз девушек в принципе много и их нутро не повторяется, то значит читатель или зритель наверняка хоть в одной из героинь найдет близкого себе по духу человека. Чувство – это эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам. Грубо говоря, чувства берут частично свое начало из разума, то есть мировоззрения и веры, а впоследствии влияют на совершаемые действия. Они тоже могут выступать в качестве мотива. Так, у Отои Такити первопричина для убийств – это вызываемое ими чувство сексуального удовлетворения. И чувство также проявляется во взаимоотношениях. Ярким примером для нас служит развитие Такаку Адзумы, которая взялась за заказ черного класса из чувства долга перед своей профессией, отказалась убивать цели за формирующиеся привязанности, а в конце, по крайней мере в манге, преисполненная любви и веры, делает заветный выстрел. В дальнейшем я чуть больше расскажу о чувствах, а пока перейдем к последнему атрибуту – воле. В теории, воля – это психическая и духовная способность человека выбрать цель и средства ее достижения и приложить все необходимые внутренние усилия для осуществления цели. Ты, как личность, осознаешь границы своих возможностей и в соответствии с ними реализуешь свои внутренние желания, стремления. В «Воле к власти» Фридрих Ницше писал: «Веру в то, что это есть так-то и так-то, нужно превратить в волю, чтобы это было так-то и так-то». Получается, воля строится на разуме, которые отчасти основаны на вере, и на чувствах, которые отчасти берут свое начало из разума. И пока последние покоятся в голове, воля предстает в виде реального физического действия. Абсолютно все действия героев – это их воля. Нередко волю отождествляют и с понятием свободы. Например, в этике свобода возлагает на человека ответственность за все его слова и поступки, потому что она связана с наличием свободной воли человека. То есть поступок нравственен, только если он являлся свободным волеизъявлением субъекта. Будучи антонимом необходимости, свобода – это еще и одно из проявлений случайности, которая была направлена или свободой воли, то есть намеренность и осознанность, или стохастическим законом, то есть непредсказуемость, неосознанность. Помимо этого, свобода в целом считается отправной точкой человечества. В своем эссе «Картезианская свобода» Жан-Поль Сартр утверждал о философских взглядах Рене Декарта следующее: «Мы не станем сетовать, что Декарт приписал Богу то, что принадлежит нам самим. Скорее, надо восхищаться тем, что в авторитарную эпоху он заложил основы демократии, что он до конца следовал идее автономии и понял, задолго до Хайдеггера,
что свобода – это единственное основание бытия. Здесь кроется и насущная проблема манги. Пока герои загадки дьявола преспокойно формируют свои цели, выбирают, как и чем их достичь, они также испытывают и кризис свободы, так как путаются в собственном мировоззрении осознанности и ее отсутствия. Как можно заметить еще с самого начала, многие убийцы в произведении находятся в поисках своего освобождения. На это нам намекает и вопрос, присланный однажды Кайбой. Как выпустить птичку из клетки? Какой здесь может быть ответ? На первый взгляд все очевидно. Каждый вопрос Кайбы, как обычно, не имеет правильного ответа и лишь требует субъективный взгляд через призму личных моральных ценностей. Но представим, что универсальный ответ все же есть. Вероятнее всего, он бы обязательно имел нечто общее с мотивом смерти, так как абсолютно вся композиция произведения посвящена противопоставлению борьбы за пребывание на Земле безнадежной гибели. Смерть от собственной несвободы может быть преимущественно твоей. Это логично. Так происходит в сюжетной арке с Харуки Сагая. Харуки – девушка, с самого начала оказавшаяся в клетке. Ее душит бедность, ответственность за каждую свою ошибку и чувство долга перед семьей. Она не чувствует себя свободной, потому что ее моральные границы противоречат ее подсознательным истинным желаниям развиваться как личность отдельно от своей семьи и частично сбросить груз ответственности за других. Пока что она продолжает бороться за жизнь, метаться по той самой клетке, потому что в ее груди еще теплится надежда. Теплится до тех самых пор, пока девушка не начинает наблюдать за Хару Итиноси и Такаку Адзумой, что стоят по другую сторону баррикад. Будем честны, легко понять и проникнуться чувствами того, кто сломан настолько сильно, как и вы. Харуки замечает эту схожую сломленность, схожее несчастье и несвободы в девушках. Хару – заложница терзаний собственной совести. Она винит себя за жертву, принесенную ей многими людьми. Такаку – рабыня собственного упования на фатализм. Раз она родилась в древнейшем клане убийц, то должна и сама стать убийцей, даже если не видит в этом смысла. Да, Харуки может не знать наверняка обо всех гранях истинных причин чужой боли, но она эту боль чувствует. Она знает, как тяжелы эти оковы, как нескончаемо это бремя оставаться птичкой в клетке. И на столь ярком примере чужого несчастья она понимает, как было глупо все это время метаться по той самой клетке, когда все известные способы выбраться наружу уже перепробованы, и выхода нет. Ей не начать заново, и она всю жизнь так и будет жалеть об убийствах, убивать дальше и пребывать в бедности со всей своей семьей. Если груз ответственности, вины, судьбы невыносим, остается решение, к которому ты прибегаешь в последнюю очередь. Забвение. Иначе как перестать душить себя обмотанной на несколько кругов нитью, если не оборвать ее насовсем? По этой причине в конце мы и видим Харуки, обрушивающую потолок спортивного зала и на себя, и на Хару, и на Такаку. Тем самым она, как ей кажется, побеждает в охоте на черную цель и исполняет долг перед родными, а также освобождает себя и двух своих морально потерянных жертв. Смерть от собственной несвободы может распространяться только на твое окружение, но не на тебя. Это мы видим в истории Коко Каминаги. Староста черного класса с самого детства усердно тренировалась в подпольной преступной организации под видом католического сиротского приюта «Дом Клевера». Несмотря на промытые мозги, девушка не была самой прилежной ученицей. Ей хорошо давалась теория убийств, но не реализация своих задумок на практике. Не хватало внутреннего стержня. Начальство недовольно, другие сироты издеваются. Казалось бы, Коко напрочь обделена любовью. Вот история ее несвободы и скорой смерти. В одиночестве и вечной роли расходного мяса в родном доме. И... нет. Настоящая история несвободы Коко Каминаги берет свое начало с ее любимого и заботливого опекуна Ирена Симпай. Вспомним сцену последней совместной миссии Симпая и Коко, когда Коко под покровительством Ирены настраивала бомбу под машиной. Тогда Симпай подзывает свою любимицу и риторически спрашивает: «Коко, ано-сан, 何ですか？死は人生の終末ではない。生涯の完成である。意味わかるか?» Поначалу кажется, будто в Ирене проснулась совесть, или она утратила свою католическую веру,
Или же она, уподобившись Кайби и Такаку, хочет побаловаться неоднозначными вопросами и ввести свою ученицу в ступор. Но потом мы видим взрыв, подстроенный как несчастный случай, и понимаем, что Эрена покончила жизнь самоубийством. Ее вопрос: смерть — это действительно этап перед вечной загробной жизнью, или же смерть — это абсолютный предел, после которого ничего нас не ждет? Это не только отправная точка для несвободы Коко, но и фундамент мотива смерти во всем произведении. Что, если искомая свобода, правда, лежит в смерти, являющейся этапом? Так почему же Коко Каминага в клетке? Во многом из-за того, что она не знает, что Эрена Симпай на самом деле осознанно покончила с собой, что это не было несчастным случаем, вызванным ее неумелостью и несостоятельностью при закладывании взрывчатки. Девушка видела в Эрене своеобразного ангела во плоти, единственного человека, который все это время о ней по-настоящему заботился. Вдобавок, Симпай до этого неоднократно упоминала, что у ее подопечной огромный потенциал, но она пока плохо справляется с прикладным характером их деятельности. И теперь у Коко появилось очередное доказательство того, что если бы она могла преодолеть себя во время учебы, Эрена, ее самый близкий человек, осталась бы жива. Как следствие, нет ничего удивительного в том, что Коко увидела ключ от своей дверцы в искуплении той самой вины, а именно в заказном убийстве Харуо Итиноси. Свою свободу она заполучит в избавлении от ошибок прошлого и нынешнего социального принуждения. И все же, как бы много мотива смерти не было в манге и аниме, и как бы много я сама о нем не говорила, я полагаю, что мангака своим творением стремилась поведать читателям и зрителям не о довольно избитом вопросе жизни и смерти. Что если я вам скажу, что центральным персонажем всей истории не зря оказалась добродетельная, всепрощающая и жизнерадостная Харуо Итиноси, противопоставленная автором своим порочным убийцам? Что если свободу можно было найти только в добродетели? Имя этой добродетели — прощение. Как всегда, в самом начале намекает нам об этом загадка Кайбы. Этот мир полон. Именно на него Хару отвечает тем самым отпущением вины и освобождением от заслуженного наказания, впоследствии вынуждая свою соседку Такаку усомниться в правильности своих действий и моральных ценностей. でも、もし春が決めていいのなら、許しがいいな。世界は許しに満ちているってどうかな。呪いだ。春の笑ってる顔がみんな好きだって言うから、春は泣いたりしない。笑うために生まれてきたんだから。 В их взаимоотношениях в целом мы и видим довольно позитивный взгляд Юнкоги на роль прощения в жизни человека. Для следующей части видео я буду обращаться только к манге, а не к аниме, так как их концовки неприятно разнятся. Хотя, в общем и целом, вы уже заметили, что я за авторитетный источник своего анализа считаю только мангу. С самого начала, краткого описания, честно говоря, нам известно, что главная героиня, потомственная убийца Такаку, принимает поворотное для всего сюжета решение нарушить первоначальную задумку всего черного класса и встать на защиту Хару. И Такаку, и мы, читатели и зрители, на протяжении всей загадки дьявола полагали, что данное решение – это ее осознанный выбор, основанный на зарождающихся искренних чувствах жизнерадостной и лучезарной девушки цели, так не похожей на всех остальных людей в ее окружении. А самый ответственный момент – прекрасная идиллия рушится, проясняется причина, по которой на Итиноси в принципе охотятся. Это ее способность праймер, способность быть пчелиной королевой, которая ради того, чтобы выжить, готова манипулировать чувствами своих близких и принуждать тех жертвовать своей жизнью ради своего благополучия. Не очень приятный поворот для Такаку, верно? Девушка долгое время думала, что впервые полюбила и поступила ради этого человека, правильно приняв его сторону. То есть не так, как от нее требовала предопределенность бытия, а как она решила сама. А теперь ее поставили перед фактом, что весь ее избыток чувств мог быть на самом деле просто искусственным, просто манипуляцией. Ее ситуацию можно даже сравнить с самим явлением депрессии. Ты никогда не знаешь наверняка, депрессивные мысли – это твоя собственность, те размышления, о котором ты упорно всю жизнь шел сам, или же это просто очевидный симптом психического расстройства. Вообще, благодаря такой страшной правде становится понятно, почему Хару все это время так категорично воспевала само понятие прощения. Она безоговорочно отпускала обиды на своих заказчиков, не винила и своих убийц,
потому что полагала, что ее собственный, практически незримый грех куда тяжелее сотни других, включая те, что были по отношению к ней самой. Однако она не реализует прощение в полной мере. Она прощает остальных, но не себя саму. Она лишь наказывает себя, живя и борясь до победного конца, не внимая каким-либо крупицам жалости к себе, так как заслуживает именно мучительную жизнь, а не легкую, быструю смерть за свои злодеяния. Как Сизиф из древнегреческих мифов бесконечно поднимает в гору Тартара тяжелый камень, так и Хару страдает, вечно улыбаясь в попытках заслужить прощения со стороны тех мертвецов, что при жизни любили ее улыбку. Возможно, Хару действительно согрешила так, что ей не хватит и целой жизни, чтобы искупить свою вину. Такого рода прегрешения чаще всего вызваны отсутствием веры у жертвы в своего обидчика и в его способность загладить ту самую вину. Та же Такаку закономерно могла разочароваться в Хару и пойти по пути неприязни, отторжения. Да, это явно не те качества, которые присущи искусству прощения, но они справедливы. И все же Такаку поступает иначе. Она слишком долго боролась за свою любовь, через слишком многое с ней прошла, чтобы в конце позволить себе сомневаться в пережитом и в своей возлюбленной. Да, я знаю, что это сказала Нио в образе Такаку. Но будем честны, у самой Такаку в глубине души та же самая каша. Хару оказалась для нее вратами в иной мир, полный заботы и понимания. Мир, где ты кому-то действительно можешь быть нужен. По этой причине она и не сомневается. Не тонет в тревожных мыслях, а выбирает радикальный способ исправить ситуацию. Обелить репутацию Хару, совершив такой поступок, на который не способна ни одна рабочая пчела, а именно убийство королевы. Вполне логичный выбор, если знать, что раб, подверженный всю свою жизнь манипуляциям, никогда не станет сомневаться в своем божестве, и тем более не станет покушаться на его жизнь. И Такаку действительно выстреливает в Хару, рискуя также и собой. До конца она никогда не будет уверена, что ее теория невиновности действительно оправдает себя без эмпирических доказательств. Именно эта уверенность в чужой порядочности и доброжелательности по итогу и спасает обеих девушек. Именно эта уверенность и позволяет Такаку простить свою королеву. Так мы обнаруживаем одну из сущностей прощения. Это доверие. Мы не прощаем без оставшихся щепоток доверия, а когда прощаем, то потихоньку возвращаем его утраченные части. Да и как писал Тит Ливий, оказанное доверие обычно вызывает ответную верность. На самом деле не только драгоценное доверие вплотную примыкает к вопросам прощения. Иногда случается так, что фундамент веры в другого человека полностью разрушен, но его по-прежнему можно выстроить по кирпичикам обратно. Есть нечто выше уверенности в чьей-либо добросовестности и искренности, нечто, что содержит внутри себя самого доверия, а потому способно регенерировать одну из своих сущностей. Это история Хицуки Киригаи и Титару Наматаме. Причина появления Титару в черном классе действительно из ряда вон выходящая. Она не собирается убивать Хару, и ее интересует лишь возможность поквитаться с одним из участников охоты, с ангельскими трубами, который до событий манги убила одного успешного адвоката, дочь наставницы Титару. И она, преисполненная принципов и любви к близкому человеку, очевидно не остановится ни перед чем на пути своего правосудия. По этой причине довольно иронично узнать, что взаимная любовь Титару, девушка, о которой благородный рыцарь все это время заботилась, и оказалась той самой ангельские трубы. Здесь перед нами встает довольно интересная дилемма, подтверждающая и любовь, и прощение в неоднозначности выбора. Взглянем на Хицуги, она отчасти слабохарактерна. С легкостью могла бы либо найти оправдание, чтобы избежать своего наказания, надавить на Титару, солгать ей, либо же просто с нею покончить раз и навсегда. Она даже могла утонуть в жалости к самой себе, насильно привязывая к себе эмоционально Титару, а ее мимолетная и инфантильная мысль могла перерасти в ужасные последствия. Но она ничего из этого не претворяет в жизнь, несмотря на чувство вины и осознание, что только она может исполнить ее желание – убить ангельские трубы. Хицуки Киригая всем своим извращенным сердцем любит Титару, так что вариант побега для нее кажется неприемлемым, хоть она и до последнего старалась оттягивать этот переломный в судьбах обеих момент. Девушка не просто признается своему линчевателю в своих роковых ошибках, но также дает ему право выбора – отомстить все-таки ангельским трубам, или же ее простить. Сейчас бы мне хотелось немного отойти от мотивов прощения или смерти и перейти непосредственно к той самой сцене, во время которой Хицуги говорит Титару всю правду. Именно с этой секунды
В произведении мы встречаемся с новым ответвлением философских вопросов. Что же на самом деле справедливость? Перед выступлением на сцене, раскаявшись в содеянных грехах, Хицуги отдает Титару 2 острых орудия, сказав следующее. 邪魔だったから退場してもらっただけです。ああ、これ後で出そうと思ったんですけど、明日が楽しみですね。 Она знает, что Титару никогда не перестанет стремиться к справедливости. И принципы Титару для самой Хицуги отныне то же самое важное, что может быть на свете. И если раньше смерть другого человека для хладнокровной убийцы не значила ничего, и она предпочитала сбегать от реального мира в свою зону комфорта, то сейчас она готова пожертвовать собственной жизнью во имя любви. Одно знакомство, и ее мировоззрение кардинально меняется. Но как чужая принципиальность может быть в любви важнее отпущения вины? Почему Хицуги клеймит истинную любовь фальшивкой? Здесь заложен некоторый парадокс. Он во многом выражен в любовном постулате Владимира Владимировича Маяковского. «Если ты меня любишь, значит ты со мной, за меня, всегда, везде и при всяких обстоятельствах». Если Титару действительно дорога девушке, то она будет заботиться о ее интересах и рука об руку бороться и за ее идеалы тоже. К сожалению, в их дилемме идеалом является то самое правосудие, которое должно свершиться над ангельскими трубами. И если между ними двумя действительно возникла любовь в ее высшем проявлении, то им остается лишь ее доказать верностью друг другу. В случае с Титару доказательство любви – это месть во имя близких людей. Если она верна самой себе, то сумеет проявить и верность в романтических отношениях. А в случае с Хицуги – это осознанное желание пожертвовать собой ради Титару. Лучше она умрет, чем позволит своей любимой всю жизнь себя ненавидеть за ошибки прошлого, чем позволит ей вечно страдать от этого негативного чувства. Вот так и случается парадокс. Как считает Хицуги Киригая, если Титару Наматоме решит выбрать не правосудие, свои принципы, а любовь, предательство своих принципов, то своим действием она автоматически заклеймит свое романтическое чувство лживым и фальшивым. И, конечно, Титару убивает Хицуги. Она протыкает ее грудь настоящим клинком. В аниме, конечно, Хицуги делает это за любимую, видя ее нерешительность, но это отступление от оригинала, несущее иной посыл, о котором мы говорить не станем. В любом случае, главное, что в момент смерти к Титару приходит запоздалое озарение, и она сожалеет о содеянном, преображая реплики своего героя Ромео, вкладывая в них свои личные чувства. Почему же она вдруг начала жалеть о своих принципах? Если так посудить, то, отказавшись от прощения, мы сталкиваемся с негативным последствием для самих себя. В глубине души, жалея об утраченной возможности отпустить обиду и впустить на ее место позитивное чувство, мы вынуждены прощать уже не только своего обидчика, но и свое «я». И разве это правосудие? Разве это справедливость, если Титару, убивая Хицуги, осознает, что лично для нее все это время дороже было быть навеки вместе с девушкой, чем воздать своему учителю должное, который все равно уже не вернет к жизни ее дочь? Это и есть ответ на вопрос о том, что есть справедливость. Если мы действительно поступаем по чести, то не будем сожалеть о своем решении, потому что в ином случае наше волеизъявление – это уже не проявление справедливости, а слепое и техническое следование добродетелям без впускания их в свое сердце. Трагичная судьба Хицуки Киригая и Титару Наматоме раскрывает, что в своей сущности любовь – это тоже то самое прощение. И любовь содержит в себе и прощение, и доверие. Прощение и чувство глубокой симпатии куда сильнее надуманного ощущения справедливости и гордости за нее. Потому что самая настоящая любовь к ближнему и есть сама справедливость. И вот мы подошли к концу. Все хрупкие, нежные и искренние цветы уже давно расставлены на партах, намекая своей двусмысленности в духе рассказов Кэтрин Мэнсфилд. Многие героини оказались живы, и в финале манги окончательно привязались друг к другу, благодаря сближению в рамках совместного проживания в одной комнате. Самый яркий пример – это, конечно, романтические отношения между Харуки Сагая и Иски Инукой, которые для некоторых оказались сюрпризом, даже несмотря на то, что об их привязанности при помощи деталей намекали всю мангу. Я думаю, что весь этот happy end демонстрирует нам, что все это время в произведении героев объединяло нечто большее, чем заказ на убийство. Загадкой был тот общий внутренний кризис, поиска то ли свободы, то ли своего места в мире, из-за которого люди все мечутся из одной части клетки в другую, сетуя на то, как они нелепо были брошены на произвол судьбы. Этот кризис переполняет их и раздирает противоречиями.
Дьявольский характер этой загадки выражается в нашем стремлении найти ответ через раздор, отказавшись от всяческой ответственности за свое положение. Как пелось в песне Hate Seed Neverending Strife, мы так зациклены на своем внешнем локусе контроля, так наивно ищем разрешение своей боли, оправдывая цель средствами и нанося бесчисленные шрамы всему своему окружению, потому Кайба и называет мир полон шрамов приближением Такаку к правильному ответу, что безумно виним кого угодно во всех своих бедах, но не видим, кого именно, такого же человека, как и мы сами. Я верю, что разгадка заключалась в том, что мы зря стремимся к каким-то абстрактным понятиям и желаниям в жизни. Как писал Артур Шопенгауэр, не надо никакой свободы в операре, ибо она лежит в эссе. Мы обладаем свободой по праву рождения, но можем заметить ее лишь в связи с другим человеком. Как только мы перестанем браться за протянутую нам веревку и вешаться, мы придем к мысли, что только единство и любовь способны разрешить все наши внутренние противоречия. И по этой причине девушки в конце манги выжили. Все произведение было не больше, чем метафорой потерянности, постоянной борьбы и нелепой ненависти. И самое главное, мрачная составляющая их поисков, забвение, преобразилась по окончании в надежду, в саму жизнь, чтобы читатель открыл себя чему-то новому и более чистому, нежели прежнее вечное негодование. Те самые шрамы, что мы нанесли друг другу и которых мы страшимся, на самом деле являются напоминанием о том, как из пустого агрессора каждый из нас вырос, или все еще мог бы вырасти, милосердную и сострадательную личность. Этот моральный толчок напоминает нам о вере в человечество и о возможности исправить все свои ошибки, заслужить то самое прощение. Как однажды сказала Сюдзу Сюто,